Новые эссе, новые задания, новые сочинения, новые ошибки. Именно об этом я бы хотела сделать несколько видео. Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Бенин. Благодарю вас, что вы слушаете и смотрите мои видео. И сегодня я бы хотела рассказать об ошибке, которая часто начала появляться в новых вариантах шаблонов, которые предлагаются в интернете, и вообще в новых текстах, в новых примерах нового сочинения эссе по таблицам и диаграммам. Мне кажется, что та ошибка, которую мы сегодня будем обсуждать, она как раз претендует на звание и ошибки номер один, и самой главной ошибки, которую следует ожидать в текстах старшеклассников. Итак, задание. Вы уже хорошо, наверное, с ним познакомились. Давайте представим, что ваши ученики принесли вам несколько сочинений, вы их изучили и выписали вот такие предложения. Во всех этих предложениях повторяется одна и та же ошибка. И я предлагаю вам сделать паузу и внимательно эти предложения прочитать, прежде чем я перейду на следующий слайд. Выделенные красным слова – это как раз и есть та самая ошибка, о которой мы сегодня говорим. Дело в том, что в тексте эссе нового типа по сюжету этого эссе необходимо рассматривать две группы людей. Первая группа – это те, кто ответили на вопросы ваши, и результаты этого опроса у вас в табличке. И вторая группа людей – это люди вообще, когда, например, в заключении мы пишем, что чтение является важным родом деятельности, и оно является важным для людей, то есть для людей вообще, то есть для всех людей. Вот эти две группы нельзя путать, их уже начали путать. Вот посмотрите, во всех этих предложениях, когда говорят подростки, то говорят о всех подростках вообще, практически о всех тех миллионах подростков, которые живут на нашей планете. Поэтому, во-первых, та группа, которая отвечала на ваши вопросы, она всегда должна обозначаться артиклем определенным. И эти подростки – это либо respondents, да, мы их обозначаем, либо те, которые ответили на ваши вопросы, who responded. Ну и в случае с подростками можно как прилагательное взять teenage перед словом respondents. Вот такая ошибка, дорогие друзья. Здесь сказать о ней больше нечего. Но, как вы видите, если делать эту ошибку, то смысловая нагрузка ваших предложений полностью изменится. О многих других ошибках, о системном подходе при написании эссе вы узнаете на моем видеокурсе, который называется «Написание эссе на основе таблиц и диаграмм», но иногда я его просто называю «Эссе 2022. Системный подход». В данный момент, когда я записываю это видео, видеокурс еще находится в разработке, но 19 сентября я буду проводить бесплатный вводный урок, вводный вебинар. Я бы хотела продемонстрировать план этого вебинара. Вебинар будет очень коротким, я очень компактно обо всем буду рассказывать. Будет общая информация по написанию эссе, то, что я еще не успела сказать в своих видео на видеоканале, я очень коротко расскажу здесь во вступительной части. Подробнейшим образом, под микроскопом, мы разберем те отрывки из эссе, которые я демонстрировала в своих видео «Пошаговое написание эссе 2022». Дальше я обязательно расскажу и подробно, и коротко о новом курсе. И, конечно же, каждый участник получит подарок, поэтому не пропустите, приглашаю вас. То, что касается, как попасть на этот вебинар, очень многие спрашивают. Обратите внимание на то, что 16 сентября в моей группе ВКонтакте и на моем видеоканале обязательно будет анонс, инструкции о том, как, собственно говоря, и попасть на мой вебинар. Ну а то, что касается следующих видео, то мы будем рассматривать ошибки 2, 3, и всего в этой маленькой серии будет 5 ошибок. Не пропускайте, я уверена, это будет интересно. Сейчас я вас благодарю за внимание. Пишите ваши сообщения и вопросы. До встречи!